Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим вареники с вишней и черникой на заварном тесте. Именно такое тесто я всегда использую для вареников с ягодами, потому что оно получается нежное, но вместе с тем вареники сохраняют форму и не развариваются. Использовать его можно также для пельменей или вареников с любой другой начинкой. Не пугайтесь слова «заварное». Готовится тесто очень просто и работать с ним одно удовольствие. Оно тонко раскатывается и не требует дополнительной муки при этом. Досмотрите видео до конца, я поделюсь с вами простыми рецептами соуса, который я делаю для вареников. И чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, мне понадобится 400 грамм муки, 250 мл кипятка, 3 столовые ложки растительного масла, пол чайной ложки соли. Ковшик с водой ставлю на плиту, добавляю соль и довожу до кипения. В просеянной муке делаю углубление, вливаю растительное масло без запаха и кипящую воду. Можно часть воды заменить молоком. Сделать 50 на 50. Начинаю замешивать лопаткой. Когда тесто немного остыло, выкладываю его на коврик и вымешиваю руками. Ни воды, ни муки больше добавлять не нужно. Вымешиваем тесто до гладкого состояния примерно 5 минут. Затем накрываю его миской и оставляю отдохнуть на столе минут на 20-30, а пока займусь начинкой и соусами. Мне понадобится вишня, черника, сахар и крахмал. Крахмал я использую для того, чтобы сок, которого получается очень много, загустел и не вытекал из вареников. Количество сахара вы добавляете по своему вкусу, а вот крахмал я кладу из расчета 1 ложка крахмала к 3 ложкам сахара. Из вишен я вынула косточки и откинула на сито, чтобы стек лишний сок. Чернику просто помыла и просушила. Приготовлю соусы. Отсыплю в сотейник немного вишни. Сюда как раз можно добавить и тот сок, который стек с вишен. В начинке он будет лишний, а для соуса как раз. Добавлю сахар. Здесь у меня нет никаких пропорций, я все делаю по вкусу. Немного подавлю ложкой, чтобы вишня пустила сок. То же самое я сделаю в другом сотейнике с черникой. Если хотите, вкусы можно объединить, но я сегодня готовлю вареники с вишней с вишневым соусом и вареники с черникой с черничным соусом. Ставлю оба сотейника на плиту и проварю минут 5-7. Как раз на этом этапе можно попробовать будущий соус на сладость. Если вам недостаточно, добавьте сахар. А если получилось сильно сладко, можно добавить ягод или капнуть немного лимонного сока. Теперь пробью ягоды погружным блендером, чтобы получился однородный соус. Сначала вишню, затем чернику. Соусы готовы. Тесто отдохнуло, делю его на 4 равные части. Из каждой формирую шарик и убираю под полотенце или под пленку. Из одной части раскатываю колбаску и делю ее примерно на 10 равных частей. Первыми у меня будут вареники с черникой, поэтому я их делаю чуть меньше, чем вареники с вишнями. Если любите крупные вареники, то делите на 8 частей. Беру совсем немного муки и слегка припыляю коврик. Это тесто как раз хорошо тем, что не требует дополнительно много муки. Оно прекрасно раскатывается и ничего не прилипает. Как видите, раскатываю я его достаточно тонко.
Сахар с крахмалом я уже соединила. Высыпаю немного на тесто, примерно пол чайной ложки, а сверху кладу чернику. Ягод не жалейте, но оставляйте место, чтобы вареник хорошо слепился. Я сначала просто слепливаю края, а затем делаю вот такую косичку. Выкладываю вареники на присыпанную мукой доску. Теперь вареники с вишнями. Вишня у меня крупная, поэтому и вареники я буду делать крупнее. Делю колбаску на 8 частей. Раскатываю. Насыпаю сахар, а сверху выкладываю по 3 вишенки и слепливаю. Оформляю край косичкой. И эти вареники готовы. Часть вареников можно сразу заморозить, но я буду все варить. Ставлю кастрюлю с водой на плиту, довожу до кипения и добавляю соль. В хорошо кипящую воду отправляю по одному вареники. Сразу много варить не нужно, чтобы они не слиплись. Убавляю огонь и после того, как вареники всплывут, варю еще 3-4 минуты. Сейчас хорошо видно, что ни один вареник не разварился, они прекрасно сохранили свою форму. Достаю их при помощи шумовки. И варю следующую партию. Готовые вареники сразу можно полить соусом и сметаной, кто как любит. Давайте разломаем один вареник. Видно, что тесто тонкое, а сок не вытек, он весь внутри. Это самое вкусное. Вот такие вкуснейшие варенички сегодня получились. Очень советую попробовать приготовить их именно на заварном тесте. И не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.